Всем привет! Сегодня готовим необычайно вкусный картофель, запеченный в духовке с сыром. Он получается такой ароматный, с сырной корочкой. Этот гарнир украсит любой праздничный стол. Посмотрите, какая картошка получилась классная. Она так поджарилась. У нее вот эта хрустящая сырная корочка. Я сейчас ее разломаю. Ох, посмотрите. Она очень нежная внутри. И, конечно, сверху вот эта классная корочка. И для того, чтобы приготовить эту замечательную картошку, мне понадобится, естественно, сам картофель. У меня сегодня здесь такие 3 крупные картофелины. Вес примерно 750 грамм. Картофель я хорошо помыла и обсушила. Лучше всего выбирать картофель такого одинакового размера. Тогда он будет очень равномерно запекаться. Также мне понадобится 2 яйца, 100 грамм сыра пармезан, примерно 2 столовые ложки мелко порезанной петрушки. Можно использовать и укроп. 3 зубчика чеснока. И также я буду использовать такие специи. Конечно же, соль и перец берите по своему вкусу. Но я скажу, что здесь у меня. 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 чайная ложка сушеного орегано, 1 чайная ложка сушеного чеснока и ¼ чайной ложки хлопьев перца чили. Конечно же, с этой специей будьте осторожны, так как блюдо получится остренькое. И черный перец мне понадобится примерно пол чайной ложки. Вы можете использовать любые специи, какие нравятся вам. Сначала все подготовим для того, чтобы запанировать картофель. В миску я высыпаю сыр пармезан, добавляю петрушку, добавляю все специи и соль. Также добавляю черный молотый перец. Мелко порежу чеснок. Сначала его раздавлю и порублю. Добавляю к сыру чеснок. Хорошо все перемешиваю, чтобы масса полностью стала однородной, чтобы специи равномерно распределились. В отдельную миску разбиваю 2 яйца. Хорошо их разбалтываю. Порежу на кусочки картофель. Разрезаю пополам. Еще раз пополам. И каждую половинку еще раз пополам. Получается вот такие кусочки картофеля. Когда картофель крупный, он очень красиво смотрится. Поэтому рекомендую именно выбрать вот такой крупный картофель. Итак, подготавливаю весь картофель. Я подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой. Наливаю немного оливкового масла. Можно использовать любое растительное масло. Распределяю его. И начинаю панировать картофель. Окунаю его сначала в яйцо, а затем в сырную панировку. Хорошо, чтобы все хорошо прикрепилось. И выкладываю на противень. И так формирую весь картофель. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 вот таких средних противня картофеля, так как у меня духовка небольшая. И сейчас я их отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку, примерно на полчаса. У меня будет включен режим конвекция, так как я ставлю сразу 2 противня. Но, конечно, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Картофель у меня уже готов. Пекся он у меня в духовке 35 минут. И посмотрите, какой он получился поджаристый, он такой ароматный. Картошечку я посыпаю рубленой зеленью. Посмотрите,
Как это здорово! И, конечно же, с ней можно подавать любимый ваш соус. Но я люблю картошку, например, очень с кетчупом. Я очень хочу попробовать эту картошку, потому что, во-первых, я обожаю картошку и обожаю сыр. Очень нежная картошка. Сама внутри очень нежная, потому что вот эта сырная корочка, она не дает самой картошке высыхать. Получается, картошка очень нежная, а сверху такая хрустящая сырная корочка с этими со всеми специями, с чесночком. Это что-то невероятное, очень вкусно. Рекомендую, приготовьте и попробуйте. Это просто супер. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!